Друзья, всем привет! Я рад вас приветствовать на своем канале Рецепты вкусной кухни. Спасибо, что зашли ко мне в гости на канал. Сегодня делюсь с вами очень вкусным и простым рецептом куриного супа с вермишелью. Но для начала приготовим бульон. Ведь ароматный вкусный бульон – это и есть база и залог вкусного супа. Начнем готовить. 2 куриных окорочка отправляем в холодную воду. Накрываем кастрюлю крышкой, включаем огонь. И даем воде закипеть. Огонь я включил достаточно сильный, так вода закипит быстрее. Пока вода греется, я подготовлю другие ингредиенты. Я возьму половинку небольшой луковицы и одну небольшую морковь. Половинку луковицы и морковь слегка подрумяним на сухой сковороде. Подрумяненные овощи на сухой сковороде придадут бульону свой особенный вкус. Друзья, лук уже подрумянился, вот такой вот он красивый. Я его убираю со сковороды. А морковь, пожалуй, я еще немного подрумяню. Пока морковь доходит до нужного состояния, а вода подходит к закипанию, я быстро на небольшие кубики нарежу корень сельдерея. В принципе, вместо корня сельдерея вы можете использовать стебли сельдерея. Друзья, пока вода не стала бурно кипеть, не забываем снимать пенку в ходе приготовления бульона. Пенку, конечно же, лучше всего снимать ложкой, чтобы ничего не оставалось в нашем бульоне. Вода уже активно кипит. Я сделал огонь на минимум. Теперь курице добавляю морковь, которую я подрумянил, лук. Если вы заметили, лук я отправил вместе с шелухой. Луковая шелуха придаст бульону приятный золотистый цвет. Добавляю стебли петрушки. В принципе, их больше никуда и не добавишь. А для таких целей стебли петрушки либо стебли укропа очень хорошо годятся. Вы можете использовать целый пучок петрушки и целый пучок укропа, либо сушеную петрушку или сушеный укроп. Отправляем черный перец горошком. Друзья, сейчас можно добавить ко всем ингредиентам пару листочков лаврового листа, но я добавлю их в конце приготовления бульона. Конечно же, добавляем соль по вкусу. Друзья, готовим бульон на самом минимальном огне, не закрывая кастрюлю крышкой. Как я и говорил, в конце приготовления бульона, примерно минут за 10-15, я добавляю лавровый лист. Бульон почти готов, поэтому я займусь подготовкой других ингредиентов. На крупную терку натру одну среднюю морковь. Друзья, при желании вы можете морковь нарезать ножом. Морковь натерли, друзья, на моем канале есть подробный рецепт, как вкусно приготовить куриный бульон, ссылку на который я оставлю в конечной заставке и в описании под видео. Теперь мелко нарезаем одну среднюю, или вот как у меня 2 маленьких луковицы. Друзья, в ходе приготовления в видео, возможно, я забыл указать точное количество всех ингредиентов, поэтому точное количество всех ингредиентов, как всегда, будет в описании под видео. Все, лук нарезали. Отправляем его к моркови. Друзья, ну вот бульон готов. С бульона вынимаем курицу. Теперь обязательно пропускаем бульон через сито. Так легче убрать с бульона все лишнее. Теперь на огонь ставим чистую кастрюлю подходящего размера. В кастрюлю отправляем немного растительного масла, морковь и лук. Слегка их пассируем. Пока морковь и лук готовятся, быстро нарезаем на произвольные кусочки картофель. К пассерованным овощам добавляем немного сливочного масла. Сливочное масло придаст супу приятный сливочный вкус. Следом за маслом в кастрюлю отправляем бульон. Вслед за бульоном отправляем картофель. Закрываем кастрюлю крышкой и готовим суп до полной готовности картофеля. В процессе варки картофеля в суп добавляем курицу. Курицу я разделил на волокна, чтобы мясо курицы порционно попадало в ложку. Друзья, забыл сказать, картофель варим на умеренном огне. И в суп у меня ушло всего лишь 1/2 часть курицы, с которой я варил бульон. Со второй части можно всегда что-то приготовить. И пока у нас все варится, мелко нарежем немного свежей петрушки. Картофель сварился, и в кастрюлю отправляем вермишель. Вермишель готовится быстро, буквально 5 минут, поэтому следом за вермишелью в суп отправляем петрушку.
Теперь готовим суп до полной готовности вермишели. Друзья, вермишель уже сварилась, то есть суп уже готов. При необходимости суп нужно досолить по вкусу и добавим немного черного молотого перца по вкусу. Друзья, аромат на кухне стоит просто потрясающий. Насыщенный бульон, свежая петрушечка. Наливаем суп в тарелку. Вот такой вот вкусный и простой рецепт куриного супа. Если вам понравился этот вкусный и простой рецепт куриного супа с вермишелью, переходите в мой плейлист «Рецепты первых блюд». Я уверен, вы там для себя найдете простой и очень вкусный рецепт. Не забывайте ставить лайки и оставлять под видео комментарии. И обязательно подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить еще больше простых и очень вкусных рецептов. Всем пока и до новых встреч на моем канале.